Всем привет, я Ликанел. Если честно, я хотела успеть отрисовать все эти работы за одну неделю, но, к сожалению, это оказалось для меня слишком сложной задачей, поэтому я отложила это на некоторый срок. А перед тем, как мы начнем, я настоятельно рекомендую вам подписаться на мою ТГшечку и на паблик ВКонтакте, чтобы не пропускать мои новые артики и наборы на всякие интерактивы. Совсем недавно я делала набор на бесплатный редизайн персонажей подписчиков. Вы 100% уже не раз видели, как художники рисуют персонажей по мудбордам. Кто-то выбирает рандомно, а кто-то выбирает на свой вкус. Если честно, мне нравится подобный формат челленджей, но использование только мудборда мне кажется слишком простым. Поэтому я решила сделать его чуть более хардкорным и использовать рандомный мудборд вместе с рандомной палитрой. Это мне кажется чуть более сложным, поскольку велик шанс того, что палитра совершенно не будет подходить под вайб мудборда. Спойлер, так и получилось. Также мне хотелось выйти из зоны комфорта и рисовать не только людей, но и разного рода гуманоидов. Для генерации чисел, по которым я буду искать мудборды и также палитры, я использовала рандомайзер, а для поиска всеми любимый Pinterest. Пару раз процесс пришлось перезаписывать, потому что я начала неправильно считать. Если с мудбордами мне относительно повезло, то с палитрами я считаю, что не очень. Парочка из них мне кажется очень похожими друг на друга и слегка скучными. Поэтому в некоторых моментах я брала цвета с изображений, по которым как раз таки и делалась палитра. Ну, или накладывала цвета друг на друга, чтобы получить новый. Но я старалась сильно не употреблять данным методом, поскольку это бы выходило за рамки челленджа. Первый набор у нас таков. Я сразу решила, что это будет какое-то божество. От морского ангела я взяла полупрозрачность тела и его рожки. Мне не очень хотелось добавлять плавники, поскольку это будет слишком базово и читаемо, по моему мнению. На двух картинках мы можем увидеть прикольно стилизованные глазки, поэтому я добавила их рядом с головой персонажа, а самого персонажика оставила без глаз. Также я сделала ему голову в форме остроконечной звезды. В один момент я так увлеклась мудбордом, что начала брать цвета с него. Это пришлось оперативно исправлять. Тело персонажа я сделала полупрозрачным, но также добавила скелет и непрозрачную руку, на которой сначала планировала сделать градиент в виде звезд. Это могло бы являться чем-то вроде проклятия данного персонажа. Я также решила немножечко поэкспериментировать с оформлением референса, поэтому убрала PNG-шки из Pinterest. Если честно, я редко таким занимаюсь, но в этот раз мне прям захотелось сделать все красивенько. Второй наборчик. Я не знаю, что здесь говорить. Максимально яркий мудборд, и будто бы в противоположность ему супер однотонная палитра. Идея данного персонажа — это нечто божественное, которое слилось с искусственно созданной машиной. Да, получается некоторая противоположность в мудбордах и палитре, так и в самой идее. Половина его тела — это звездная сущность, а вторая — чертенок, который хранит чужие воспоминания в виде дисков. Тут я уже конкретно разгналась с оформлением, и оно получилось намного лучше всех, что будут в этом видео. Третья пара. Я бы, конечно, могла нарисовать какого-нибудь сладенького фурифембойчика, но мне захотелось нарисовать красивую тетю с курортным вайбиком. Из деталей собачки я добавила ей хвостик и уши, которые состоят из морской водички. Сначала хотела сделать ей руку, которая состоит полностью из воды, но тогда это был бы уже третий персонаж, у которого необычная рука. Так что ограничимся призывной магической рукой. Кстати, цвет для ее кожи я взяла именно с картинки, так что все честно. Мне было немного лень делать лайн, так что пусть будет что-то вроде без лайна. Для оформления использую все те же картинки из Pinterest. Получилось так себе, но персонаж мне нравится, так что на фон можно не обращать внимания. Ну что, четвертый персонаж. Рисую все то, что умею лучше всего. Накачанного мужика. Поначалу я думала сделать простую позу, но стало как-то неудобно ее рисовать, поэтому переделала.
Не знаю, насколько он попал в вайбик мудборда, но сам персонаж мне очень нравится. Даже не знаю, хочу ли я его потом продать или оставлю себе. На финальной работе это почти незаметно, но на терн. Короче, на колючках, которые на нем проросли, есть эффект шума, как на телеках с мудборда. А также в его теле есть осколки от диска, тоже с мудборда. Мне кажется, что это снова какая-то чухня, типа божество и технологии, но я даже не знаю, стоит ли это как-то объяснять. Ну что ж, 5-й, финальный, многострадальный персонаж. Я даже не знаю, что здесь можно говорить о том, как мне повезло. Такой нежный, эстетичный мудборд и такая яркая, вырвиглазная палитра. Мне кажется, я начала сходить с ума, пока рисовала ее. Сначала я думала о том, чтобы сделать миниатюрного инопланетного дракончика, на теле которого растут кувшинки. Но эта идея не слишком подходила под палитру, поэтому пришлось переделывать. В процессе так называемого переосмысления мальчик-дракончик превратился в высокомерную и очень ядовитую змейку. Драконы — это рептилии? По сути, да. Змеи — это рептилии? Да. Ну, вот и решили. Я считаю, что такая замена вполне возможна. Что по цветам? Ну, было достаточно сложно уложиться в такую ограниченную палитру, так что пришлось немного импровизировать с ними. Я использовала градиенты, чтобы части персонажей не выглядели слишком однотонно и скучно. Под конец работы мне сказали, что винтовка нарисована неправильно. Но мне было немножечко лень переделывать, так что кушаем, что имеем. На фон снова накидаем картиночек с Пинтереста и красивеньким шрифтом даем название. Ну вот и все. Теперь вы можете насладиться готовыми референсами этих персонажей без спидпейнтов. Наверное, я сделаю на них аукциончик в моем телеграм-канале и паблике ВКонтакте, так что обязательно заглядывайте туда. Я буду очень рада, если вы подпишетесь. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!